От пылающих берегов Вьетнама до бушующих песков Персидского залива авианосец Китти Хок был символом американской мощи. Сегодня вы узнаете, что за его славой скрывается дерзкий вызов советской подводной лодки и проникновение российских самолетов-разведчиков, бросающих вызов его непобедимости. Теперь, когда Китти Хок готовится быть простым металлоломом, мы погружаемся в захватывающее путешествие в его историю, чтобы раскрыть секреты столкновений, сражений и загадочных встреч, которые навсегда вписали его имя в летописи военно-морской истории. Китти Хок – последний авианосец с обычными двигателями, потребляющими мазут в качестве топлива. Корабль, служивший в ВМС США, был назван в честь района Северной Каролины, где братья Райт впервые совершили полет на самолете. Он был единственным американским авианосцем передового базирования в Японии. Военный корабль был заложен Нью-Йоркской судостроительной корпорацией в декабре 1956 года как первый из 3 авианосцев класса Китти Хок. В этот класс также входили боевые суда «Америка» и «Констеллейшн». Он был последним из этой тройки, ушедшим в отставку. Авианосец имел длину 320 метров и максимальную скорость 56 км в час. Его экипаж составлял 4582 человека. Он был оснащен 4 паровыми катапультами и мог перевозить от 80 до 90 самолетов. На протяжении всей своей карьеры он перемещал по миру воздушные силы Америки. Также он отличался от других кораблей того времени некоторыми новыми функциями, включая эскалаторы для экипажа, один в носовой и один в кормовой части. А третий эскалатор был предназначен для перевозки высокопоставленных офицеров между нижними палубами и мостиком корабля. Китти Хок спущен на воду в мае 1960 года и введен в эксплуатацию год спустя. Сначала он побывал в Южной Америке, а затем располагался у берегов Японии. После переброски в Юго-Восточную Азию во время войны во Вьетнаме и модификации, превратившей его в многоцелевой авианосец, Китти Хок остаток 1970-х годов провел в западной части Тихого океана, подбирая вьетнамских беженцев и оказывая поддержку Корее после убийства президента Пак Чон Хи. Затем он был отправлен в Аравийское море во время кризиса с заложниками в Иране и до конца срока служил на Ближнем Востоке и в Тихом океане. С 1998 по 2008 год авианосец базировался на военно-морской базе в Японии. А еще Китти Хок за свою историю видел много знаменитостей. Президент США Джон Кеннеди, Несси Синатра и писатель Джон Стейнбек были лишь некоторыми из известных личностей, украшавших его палубы. Дисней также использовала авианосец для съемок фильма 1966 года «Лейтенант Робин Крузо. США». В последние годы военно-морской флот предпочитает атомные авианосцы, поскольку они не требуют мазута и имеют практически неограниченную дальность хода. Атомный авианосец может немедленно отплыть для урегулирования международного кризиса без необходимости доливать топливо. Использование ядерной энергетики также снижает нагрузку на материально-техническое обеспечение корабля. На авианосцы можно смотреть, вечно изумляясь их мощи и размером. По своей природе они предназначены для размещения самолетов, а это требует достаточного места для безопасного взлета и посадки. Поэтому неудивительно, что такие корабли великолепны как по масштабам, так и по стоимости. В 2005 году военно-морской флот объявил, что атомный авианосец Джордж Вашингтон заменит Китти Хок на объектах флота в Японии. Процесс вывода из эксплуатации начался в 2008 году, и окончательно судно было официально списано в 2019 году. Более 2000 человек заполнили ангарный отсек корабля во время церемонии в день его выхода на пенсию. ВМФ США продал судно после того, как отклонил заявку Ассоциации ветеранов Китти Хок на переоборудование корабля в музей. Ассоциация смогла собрать лишь около половины суммы, необходимой для дезактивации судна и использования его в качестве музея. Властями на эту просьбу было заявлено, что музеем могут быть только суда, находящиеся на списании и признанные исторически значимыми. Ни былые заслуги, ни $5 миллионов, собранных бывшими моряками, не смогли решить эти противоречия. По нынешним ценам стоимость затрат на изготовление одного авианосца составляла $2,5 миллиарда.
Также в конце 1980-х годов в рамках программы продления срока службы корабль был капитально отремонтирован за $785 миллионов, а продан был Kitty Hawk компании по переработке металлолома по выгодной цене в 1 цент. Еще за 1 цент компания также приобрела американский авианосец Джон Кеннеди. Низкая цена отражает ряд факторов, в том числе необходимость буксировки кораблей вокруг южноамериканского мыса Горн, поскольку суда слишком велики, чтобы проходить через Панамский канал. Паровые котлы и турбины огромного корабля больше не работают, поэтому его приходилось перемещать с помощью буксира. И вот военный корабль ВМС США Kitty Hawk летом 2022 года прибыл в порт Браунсвилл после эпического плавания протяженностью 25 750 километров. В этом месте закончилась его героическая история. Корабль разрежут на металлолом. В последние годы его существования он получил прозвище «Дерьмовый котенок» за свое плохое состояние. Начатый процесс утилизации, как ожидается, займет от 5 до 10 лет и обойдется примерно в $750 миллионов. Поговорим теперь о боевой славе корабля. С начала 1960-х годов и на протяжении всего этого десятилетия Kitty Hawk был опорой вооруженных сил США у берегов Вьетнама. Иногда его самолеты совершали более 100 боевых вылетов в день над этой страной. В свой первый боевой поход 1961 года авианосец взял себе на борт 2 эскадрильи истребителей Crusader, по одной эскадрильи легких штурмовиков Skyhawk, винтомоторных легких штурмовиков Skyraider и тяжелых штурмовиков Sky Warrior, а также подразделения самолетов дальнего обнаружения Trasser, разведывательные самолеты и вертолеты-ретривер для охраны самолетов. В те славные годы корабль и его авиакрыло получили президентскую награду за выдающийся героизм в действиях во Вьетнаме. Он был выведен из океанского района Южного Вьетнама весной 1968 года во время наступления сил сопротивления. Потери пилотов с данного авианосца во время военных налетов на территорию Вьетнама значительно возросли, достигая нескольких десятков. Некоторым из них пришлось находиться в плену до 1973 года. Однако, несмотря на это, спасательная служба выполняла свои задачи безупречно и точно. В 1972 году, когда он находился у побережья Северного Вьетнама, расовая напряженность на борту корабля переросла в беспорядки, в результате которых пострадали до 60 моряков. Конгресс США позже назовет это печальной главой в истории военно-морского флота. Тогда на корабле вспыхнули расовые беспорядки на фоне растущей напряженности. Причины инцидента не ясны. Некоторые говорят, что это началось, когда против чернокожих моряков было возбуждено дело о драке в филиппинском баре в ночь перед отплытием. Но другие версии указывают на то, что все началось после того, как чернокожему моряку отказали в дополнительном сэндвиче за обедом, а белому – нет. В любом случае, противостояние было жестоким. Боевые действия быстро распространились по всему кораблю. Банды чернокожих и белых бродили по палубам и нападали друг на друга с кулаками, цепями, гаечными ключами и трубами. Расследование инцидента придерживалось позиции, что мятеж состоял из неспровоцированных нападений очень небольшого числа моряков. Большинство из мятежников обладали умственными способностями ниже среднего, они находились на борту менее года, и все они были чернокожими. Эта группа в целом действовала как головорезы, что вызывает вопросы относительно того, следовало ли их вообще принимать на военную службу, говорится в заключительном резюме отчета. В начале 1990-х годов авианосец поддерживал военные действия США в Сомали. Десятилетия спустя, в начале 2000-х, он оказался важной стартовой площадкой для операции во время войны в Ираке, которым тогда правил Саддам Хусейн. И где только он еще не побывал, в том числе его авиация участвовала и в налетах на Афганистан. Но самое эпичное сражение у корабля случилось в разгар Холодной войны. У Kitty Hawk произошло столкновение с советской атомной подводной лодкой, в ходе которого американскому авианосцу достался трофей в виде застрявшего в его корпусе обломка подводной лодки. Это произошло в марте 1984 года, когда боевая группа «Браво» во главе с Kitty Hawk была координационным центром военно-морской части ежегодных совместных учений Time Spirit с Южной Кореей.
Находясь в открытых водах на полпути между Японией и Южной Кореей, авианосец и сопровождающие его корабли играли в кошки-мышки с советской подводной лодкой. Позже было установлено, что это была К-314, 4600-тонный корабль класса «Виктор» с экипажем около 90 человек. Согласно отчету командования, военные силы США отслеживали и уничтожали или имитировали свою способность потопить советскую подводную лодку 15 раз за несколько дней до столкновения. Затем авианосная группа начала практиковать методы обмана. Вечером 21 марта 1984 года на пути авианосца появилась К-314. Командир К-314 приказал начать срочное погружение, чтобы избежать столкновения. Вскоре после начала погружения подводная лодка почувствовала сильный толчок. Через несколько секунд последовал второй мощный толчок. Было ясно, что подводная лодка не успела уйти на безопасную глубину и была подбита кем-то из американских кораблей. Как позже узнали, это был авианосец «Китти Хок». Советская подводная лодка потерпела поражение от 73-тысячетонного американского авианосца и, что удивительно, приняла на себя основную тяжесть столкновения. Согласно отчету о катастрофе, все на «Китти Хок» ожидали, что подводная лодка затонет. Но К-314 просто потеряла ход и позже была отбуксирована в советский порт Владивосток. «Китти Хок» продолжил движение своим ходом с трофеем времен Холодной войны, куском винта советской подводной лодки, встроенным в его корпус. Таким образом, командир подводной лодки оставил часть одного из своих винтов в корпусе авианосца. Сам авианосец не мог обнаружить подводную лодку и избежать столкновения из-за шума своих винтов и волны давления, которую он создает в воде. Друзья, у вас есть возможность попасть в команду Pancake. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском и английском языках, или же вы пишете интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. Ответ от русской армии пришлось ждать 16 лет. В начале 21 века Соединенные Штаты Америки с гордостью считали себя владыками мира. 17 октября 2000 года с первыми лучами рассвета около дальневосточных границ России и акватории Японского моря появился «Китти Хок». Согласно планам, недалеко от острова Пусан должны были пройти учения, в которых принимали участие военно-морской флот США и Южной Кореи. Разведданные подтверждали, что российские военно-воздушные силы редко направляют свои самолеты для наблюдения за этим районом. Существовали небезосновательные слухи о том, что ВВС России остро нуждаются в топливе. У российских самолетов имелся постоянный дефицит их основного ресурса, что привело к сокращению числа боевых вылетов. Так что опасности со стороны русских не существовало. «Китти Хок» сопровождал танкер с большим количеством необходимого топлива для долгих боевых учений. Инструкция для всех судов, находившихся в акватории, запрещала проведение дозаправки в дневное время. Однако военные нарушали все запреты и перекачивали топливо в удобное для себя время, как днем, так и ночью. Как только американцы начали дозаправку и по рукаву от танкера к авианосцу потекло топливо, с российского аэродрома поднялись в воздух два самолета-разведчика. С максимально допустимой скоростью они полетели в сторону нарушителей. Два самолета прикрывали мощные истребители Су-27. Ошибкой оказалось недооценить военный потенциал России и ее разведывательного самолета Ил-38. Ил заметил неправомерные действия американцев и доложил командованию. Разведывательные данные, собранные этим самолетом, позволили разработать план по ликвидации авианосца «Китти Хок». Американцы были в ужасе при виде российских самолетов над своими головами. В первую очередь они стали обрывать шланги, по которым топливо поступало на авианосец, возможно, чтобы избежать взрыва. Они также поспешили освободить палубу для взлета своих собственных самолетов. Российская авиация дважды пролетала над легендарным «Китти Хок», фиксируя все противоправные действия американских военных на фото. И только после второго пролета над авианосцем в небо поднялся первый самолет с палубы корабля. Операция показала только одну вещь: если бы эти вылеты самолетов не были демонстративными, а боевыми, непобедимый авианосец «Китти Хок» был бы уничтожен всего за секунды. Все американские СМИ окрестили эту неудачную операцию настоящим оскорблением России в отношении американского флота.
Отслужив свой срок, Китти Хок уходит в историю, оставляя позади наследие мужества, силы и самопожертвования. Он был свидетелем величайших сражений и самых темных часов, но всегда оставался символом надежды и непобедимого духа. Ну а если вам понравился ролик, вы можете поставить лайк, подписаться на канал, и следующая часть не заставит себя долго ждать.